друзья, время 5:50. Мы уже сейчас будем подходить к выходу, к самолету. Сейчас мы еще пока сидим и кушаем. Нам дали суперские боксы типа а-ля сухпайок. Просто сказка. Вот. В общем, у нас, скорее всего, будет полностью русский самолет, но это не точно. Я имею в виду полностью заполнен русским. Я, по крайней мере, надеюсь. Потому что реально страшно. Не знаю, как вам это объяснить, но мне страшно ехать. В общем, короче, еще я купила вкусненькие сэндвичи. Вот, буду их, скорее всего, в самолете смотреть сватов. И попытаюсь немного поспать. Я как бы выспалась, но лучше еще поспать. До встречи. Друзья, где-то там уже стоит наш самолет. Сейчас мы садимся в автобус. Лизка, она несет мой пакет, она очень зла по этому поводу. И мы летим в Каир, нам лететь где-то буквально минут 40-30. И все. Так, все, нашла местечко. Давай пакетик. Лизка, скорее всего, стоит. Чтобы вы понимали, у нас вот такой вот маленький самолетик. Заходим в последний самолет. Вот так вот. Сейчас будем доставать билетики. В принципе, у нас второе место. Мы сидим по отдельности с Лизой. У меня палец гниет. Это не гниет, ты испачкала. В общем, вид прикольный. Я могу предположить, но тебе мой ответ не понравится. Я просто поцарапалась. Погнали. Вот такая. Я прям чувствую себя Ким Кардашьян на минималках, на таких жестких. Тут как-то странно пахнет, честно. Вот чей. Вот прям от чей. В принципе, норм. Наше место. Как мы сядем, я не знаю. Тут чьи-то чемоданы. Вот. Но сесть мы пока что не можем. В принципе, как бы места кайф, но все из-за того, что там стоят чемоданы пилотов, я подозреваю, мы пока что сидим на 4 поста. Ну, я это понимаю. Я снимаю обе камеры. Ну что ты со мной одновременно не снимать? Потихо. Пока посмотрим в окно. У нас вообще офигенные места. Мы вообще разволновались, что мы по отдельности будем сидеть. Я вообще не волновалась. А я волновалась. В общем, короче, сейчас записывала историю в Лиза видео. Себя вписала чуть-чуть. И такая вот кафезаночка в тапках. Вообще наглёшь, просто наглёшь. Мы все в кроссовках по песку, она в тапках по песку пойдет. Это нечестно. В общем, мы в Каире, мы прилетели. Короче, тут очень пустынно, ветрено, я даже не знаю, и тут близко. Собственно, повторюсь, мы на таком маленьком самолетике летели, не знаю. Блин, мне было очень страшно. В общем, короче, мы сейчас заходим в автобус. Я пофоткалась. Надеюсь, реально видно. Фотки получились кайфовые, мне нравится. Мы приземлились, все нормально, мы уже в аэропорту. Я, скорее всего, опять закрыла динамик. Нужно надевать петличку. Не закрывай. А я не знаю, где она. Типа, реально. То есть в прошлый раз я ее как-то закрыла, но я не знаю, где. Друзья, вот так вот выглядит аэропорт в Каире. Лиза. Сейчас мы будем садиться в машину. И первая остановка у нас, скорее всего, будет музей. Я надеюсь, он меня слышит. Доброе утро, дамы и господа. Меня снимают. Я Лиза. В каждом влоге. Меня снимают. Лиза, расскажи, пожалуйста, как я летела в самолете. Ужасно, она себя плохо вела. Она себя вела плохо. Она мне все мозги делает, когда мы летаем. Не летайте с ней. Надо чисто баловаться. Зачем балуешься? Нет, я Among Us. Кстати, недавно зашла в игру Among Us, чтобы поиграть там по локальной сети, да, по-моему, было. Поиграть по локальной сети. По итогу там не было никого, я прождала минут, наверное, 20, и никто не зашел. Я поняла, что уже никто не играет в эту игру. Тоже в этот дворец, Союзный дворец называется, вот справа от нас дальше, на 200 километров, на 200 метров, там резиденция нашего президента. Экскурсию, едем по городу Мубарак Бирви, Каир. которые жили здесь,
Союзный дворец называется. Прожить 30 лет. После Мубарака революции, как вы в курсе, 2001. Лиза уже снимает. Не, выглядит реально здорово. У нас просто получается с Лизой, в принципе, похожие видосы, потому что мы хотим вам реально показать, где мы, что мы, как мы. Тем более мы в первый раз в Египте. Я подозреваю, что последний. Я подозреваю, но это не точно. Но мы обязаны вам все показать. В общем, тут находится несколько мечетей подряд. По-моему, сзади нас тоже есть. Я думаю, что их больше 3. Точнее, уверена, что их больше 3. Просто, ребят, посмотрите. На челика я вам сейчас его снимаю, который находится за... Yeah, sure. Да. В общем, там стоит челик с такой металлической херней, укрывается себя и смотрит в окошко. В общем, выглядит вообще кошмарно. 20 лет. Просто посмотрите, Из-за того, что уже старое здание, и самолет уже намного больше стало, объят проблем, нигде помещать, нигде показывал. Из-за этого мы где-то 16 лет назад начали строить новый музей возле пирамиды Гиза. Даже если не было революции в 2011-2013 центр города и корона открывается. Очень печально. И всех самолетов, которые сейчас посмотрим, Приехали уже в музей. Тут мы будем где-то примерно 2 часа. Я так подозреваю. Все окей пока что. Я не знаю, как мне пройти с камерой и не заплатить 300 фунтов. Друзья, именно в музее у меня благополучно отключился звук на моей камере, поэтому все, что говорил гид, не записалось. Где-то буду вставлять свой голос, где-то просто музыку. Хотя длина саркофага этого 6 метров. А потом не говорите, что люди были маленького роста. Друзья, здесь я объясняю, что смотреть на мумии я не буду. И вы потом поймете, как я для вас это снимала и как монтировала это вообще что-то с чем-то. Я не хочу смотреть на мумий, но перед нами находится мумия, на которой сохранились и волосы, и ногти. В общем, сейчас увидите. Надеюсь, что Лиза в видосе вы подробнее рассмотрите эту мумию, потому что я благополучно просто сбежала оттуда, честно. Сейчас перед нами находится экспонат, это жертвоприношение, это нога быка. А вот в таких штучках, вазах хранились органы мумий. Следующий зал, который мы посетили, там находились опять мумии, и я благополучно пробежала этот зал. Вы можете точно убедиться, что я на них не смотрю, а это вы можете наблюдать в стекле. Ощущения от просмотра не самые приятные. После музея мы поехали кататься по реке Нил, и знаете, я всегда думала, что в реке Нил очень много крокодил. Как нам объяснили, они правда там есть, только не в городе. А река очень грязная, никто не ухаживает за ней, не убирает мусор. И когда мы ехали, было очень ветрено и очень холодно, и очень жаль, что я не взяла куртку, правда. Друзья, наша следующая локация — это пирамиды. Вы увидите у меня их в следующем видео. Я вам все покажу, все расскажу, покажу даже, где мы кушали, что мы брали. Кстати, кушали мы с видом на пирамиды, и там было очень красиво.